что, наконец-таки можно смело заявить, что мы летим в Гонконг. Ура! У меня были вопросы к билетам, которые я взяла, потому что сайт не вызвал подозрения, очень долго присылали. В течение суток я не могла получить, маршрутные квитанции, приезжала в аэропорт, уточнять, все ли в порядке, но мне ничем не смогли помочь, потому что тогда не работали гонконгские авиалинии, был стресс, но сейчас мы идем уже на посадку, так что я очень рада предстоящему путешествию. Полет Бали-Гонконг у нас занял 4,5 часа, а стоимость билетов на двоих в обе стороны составила $550. Так как до 14 дней виза и ПЦР не нужны, это было прекрасным решением отправиться увидеть новый город-административный округ. К слову, эти ограничения также сняты и для Макао. Вот мост, который соединяет эти два города. Огромным спасением станет для вас карточка, действующая на территории Азии. Например, у нас Таппермат, оформляли мы ее на Бали и старались преимущественно расплачиваться ею, так как курс, особенно если вы снимете деньги в аэропорту, вас не особо порадует. Сразу же на обмененные деньги я вам настоятельно рекомендую купить карточку Octopus. Обойдется она в $200 гонконгских, из которых 150 у вас будут на проезд, а 50 вам потом вернут в обмен на эту карту. Этой карточкой в первую очередь вы оплатите проезд из аэропорта до города, далее вы будете оплачивать ей транспорт, все возможные покупки в 7-Eleven и, впрочем, все, где принимают эту карту. Это прям must have. Друзья, если вы думаете, что 2,5 часа с ручной кладью по прилету невозможно ходить и добираться там даже до отеля, то это возможно. В Гонконге просто нереальная какая-то плотность населения, нереальные очереди. Мы пока все взяли. Только сейчас мы едем, в отель спустя 2,5 часа. Трэш. Добирались мы на таком стареньком автобусе, больше похожем на маршрутку, или, если не ошибаюсь, на человека. Поездка обошлась в $2 гонконгских. Эту маршрутку мы поймали прямо на выходе из аэропорта. И вот здесь я вам советую сразу же скачать местное приложение такси. Первое, что мне бросилось в глаза, это, конечно же, такой яркий колорит. Посмотрите на качество зданий, посмотрите на улицы. Это что, я извиняюсь, такое? Где вся роскошь? Где этот азиатский Нью-Йорк? Где инновации, технологии и многоэтажки? Слушайте, город контрастов, это точно. Вот здесь в Мазерати проезжает Мерседес, Рейндж Ровер, стоит Тесла, и тут же у нас такой колорит домов, очень интересно. Гонконг! Не делайте поспешные выводы и не принимайте решения никогда не приезжать в Гонконг, потому что у меня изначально были именно такие мысли. Сейчас я расскажу, где же находится весь этот азиатский Нью-Йорк и почему в первую секунду мы увидели такой трешняк. Условно остров можно разделить на 3 части. Северный полуостров Коулун, южный сам Гонконг и более западный это остров Лантау. Ну и у Гонконга еще множество островов, которые ему принадлежат, но нам они с туристической точки зрения не очень интересны. Пусть это будут небольшие такие вбросы, я считаю, это очень важно, чтобы понимать, почему такая колоссальная разница и колорит. Давайте поговорим немножечко про Коулун, рассмотрим, какие здесь есть интересные заведения, торговые, транспортная система. В общем, поехали. Ранее Коулун считался самым густонаселенным местом в мире. После опиумных войн и китайских революций люди начали массово сбегаться в Коулун. Китайцы обустроили в центре полуострова клочок земли размером 120 на 210 метров и оборудовали там целый город. Гонконг всегда был привлекательен своими портами, поэтому после захвата Британии Гонконга китайцы согласились отдать его только с тем условием, что именно в этом клочке земли будут соблюдены уже нынешние правила. И там, по сути, образовалось полностью анархическое общество со своими правилами, со своими законами и поведением. Это, несомненно, повлияло на весь колорит Коулуна, и сейчас мы можем наблюдать еще сохранившиеся какие-то обшарпанные здания, эти узкие проходы между улочками. В общем, это такая неотъемлемая часть Гонконга, которую стоит увидеть. Доброе утречко. Мы идем на аллею звезд, авеню. Немножко подсниму вам наш отель. Довольно-таки стильный. Здесь зона ожидания. Здесь какие-то ретро-телевизоры, награды отеля.
очень все прикольно. Я, к сожалению, до этой поездки была не так осведомлена, как уже вы на этот момент, поэтому мы, как вы поняли, разместились уже в Коулуне. Это, кстати, главная улица Натан-Роуд, и на ней расположены основные магазины, торговые, в общем, все кафе, рестораны, и вот в этой стороне уже идет набережная, куда мы сейчас отправимся. Но прежде я бы хотела сделать рум-тур. Я бы все-таки, наверное, посоветовала вам взять отель где-то на южной части острова, но раз уж мы в Коулуне, то покажу наш. Это 4 звезды, и это $130 в ночь без завтраков. Мне, в принципе, понравилось расположение. Это всего там 3-5 минут от станции метро Джордан. Это новые чистые номера. Это, в принципе, хороший сервис. Нас все устроило. У нас был номер 17 квадратов, поэтому особо тут заострять внимание не на чем. Но единственное, что бы мне действительно вам хотелось озвучить. Ну вот смотрите, да, если быть оптимистом, вид на город, тут у нас стройка, здесь уже можно увидеть, как другие живут. Тут у нас какой-то что-то типа руфтоп. Ну вот, как-то вот так вот. Я смотрела в некоторых отзывах, вообще у людей нижние этажи выходили прямо на вот это вот убожество, но тем не менее у нас все еще не так плохо. Еще у нас в отеле находился бассейн, и это на самом деле хорошее преимущество для 4-звездочного отеля, потому что они почему-то в основном были в пятерках, и прям такая чувствовалась хорошая разница, особенно в ценовом диапазоне. Но тем не менее, вот меня в принципе устроило то, где мы остановились, поэтому я бы вам порекомендовала, если вы хотите жилье в Коулуне. Ну а если вы хотите добавить в свою жизнь немножко отельных завтраков, будьте готовы отдать за них в районе $30 на человека. Слушайте, вот что примечательно, другого слова не найти, когда бизнесмен сидит, наяривает салат, учитывая, что здесь огромный шведский стол, и читает газету. Это так необычно. А теперь перейдем к локациям. Советую вам посетить культурный центр Гонконга. Рядом с ним сразу же будет музей искусств, но, к сожалению, он в наш приезд был закрыт именно в этот день в связи со съемкой фильма. Но мы прям кайфанули от прогулок, потому что уже открываются красивые виды на высотки и на набережную. В общем, сплошное удовольствие просто гулять. Наверное, благодаря этому удовольствию я и записываю вам звук сверху, потому что во время нашего путешествия просто руки не доходили постоянно вот все это озвучивать, записывать, и еле успевали делать просто красивые кадры. Авеню звезд популярна тем, что многие знаменитости Гонконга оставили свой след в качестве отпечатка ладони, и вы можете просто прогуляться, примерить там на свою ладошку. В общем, все это безумно романтично, безумно красиво, вдохновляюще. Я вам настоятельно рекомендую эту прогулку. Солнце очень-очень яркое, конечно же, очень жестоко поступать, выходить без очков. И если вы жаждете прогуляться по Коулуну, я советую вам посетить улицу цветов. Это прекрасный рынок с различными породами, какими-то необычными цветами. Рядышком находится улица, на которой можно приобрести рыбок. Правда, они в таких пластиковых пакетах, но тут уже решайте сами, нужно вам это или нет. Тем не менее, это как одна такая достопримечательность Коулуна. Для любителей конного спорта и для желающих новых ощущений обязательно съездите на ипподром. Он также есть в Коулуне. Единственное, мы в наш приезд не угадали с сезоном и, к сожалению, приехали на неделю позже, как закрылись полностью скачки. Меня это уже не так расстраивало, когда я поняла, что главная фишка Гонконга — это еда. И то, что нас удивило, в первые дни мы заметили, как в некоторых заведениях между незнакомыми людьми ставят вот такие пластиковые перегородки, чтобы как-то оптимизировать посадку. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Это трэш или все-таки оптимально? Еще в каждом заведении в стоимость у вас уже будет включен чай, то есть не платить за него нельзя. Раз речь зашла о еде, посоветую вам классное заведение, прикрепляю название, там просто бесподобное мясо. И ездит вот такой милый робот-помощник. Это просто обалденно. Тут такое мясо, оно прям вот как надо. Стир-фрай, что на жареное. Также нам очень понравилось заведение с димсамами, ходили мы туда несколько раз. Прикольная концепция, что отмечаете на одном листочке блюда, которые вы хотите заказать, а на втором вы можете сопоставить номера и посмотреть, сколько это стоит. Еду приносят быстро, в принципе чистенько, и прайс невысокий, так что настоятельно рекомендую. Слушайте, очень вкусно, интересно и прикольно.
Классно. И в попытках укрыться от жары мы зашли в торговый, сделали там симки. Их, в принципе, можно приобрести в любом 7-Eleven. Кстати, в 7-Eleven также вы можете пополнить свою карточку Octopus. Напротив этого торгового нашла небольшую альтернативу скачкам. Я очень хотела попасть на ипподром, но так как мы облажались сезоном, мы пришли посмотреть, какие есть ставки. Может сделать пару ставочек. В общем, сейчас покажу. Тут народа много. Азиаты, естественно, азартные. Так что... Ну, очевидно, что заснять не получилось, потому что это работает как-то по системе казино, но я взяла сувениры. Вот такие вот непонятные листочки. Нужно, видимо, отмечать, что за лошадь, на какой минуте, что как. Короче, я бы хотела изучить, посмотреть. Будет сувенир. И девочкам советую магазин Саса. Он, в принципе, такая типа альтернатива Ватсона, если вам нужны какие-то косметические средства и средства личной гигиены. И, конечно же, в первый день, как приехали, мы отправились на главную достопримечательность Коулуна. Это набережная в вечернее время. Да, погодка. Конечно, впечатляет. А мы переживали, что будет очень жарко, очень душно, ощущается там как плюс 38. Ничего. Такой свежий ветер, знаете, все проблемы убирает. Мы еле вообще спаслись от того, чтобы промокнуть полностью, и зашли в K11 музея, по-моему, так называется. Тут, в принципе, есть различные бутики, какие-то детские комнаты, но нам главное сейчас выпить горячего чая и просто не заболеть. На втором этаже мы нашли очень приятное авторское кафе с интересным интерьером и заказали там по десерту, кофе. В общем, насладились вечером, немножечко отогрелись и пошли дальше гулять по этому красивому торговому центру. Это, конечно, мощно. Я так понимаю, это какой-то премиум зал. На обычный, видимо, не получается сходить. Да, потому что Black Box. Да, забавные, конечно, цены. Напишите в комментариях, вы пошли за 6500 в кино? Как вам маскировка кнопок? Не вызывают лифт. Вот он вниз идет. Уже стемнело, и при выходе из торгового мне очень понравился вид на вечерний город, но еще больше понравился вид на вечернюю набережную южного полуострова Гонконг. Единственный такой нюансик: в этот вечер на нас надвинулся тайфун. Поэтому впечатления на тот момент от первой прогулки по вечерней набережной Гонконга были немножечко так приукрашены. Так это тайфун, не в курсе? Скажу, что это прям как-то сильно испортило вечер, потому что позднее мы еще вернулись, прогулялись, насладились еще больше вечером, было световое шоу, потрясающе красиво. Я прям, знаете, поймала нереальное эстетическое удовольствие. В общем, это действительно что-то невероятное. Набережная просто нереально красивая, поэтому это прям must-have поездки в Гонконг. Ну и уже подзавершим этот рассказ про Коулун небольшой такой сводкой о транспорте. В принципе, очень хорошо регулярно ходят автобусы, их много, они идут все на разные направления, но единственное, что мне не понравилось, вы просто разово платите за вход, и неважно, сколько остановок вы проезжаете, в отличие от того же метро. Там, чем дальше вы едете, тем больше, соответственно, платите. Так что это как бы такой недочет. Слушайте, у меня просто невероятное впечатление. Мне очень прикольно осознавать, что я еду на двухэтажном автобусе по Гонконгу. Ощущение, что я где-то в Лондоне нахожусь. Прям такие автобусы, как, знаете, в Гарри Поттере. Короче, очень прикольный опыт. А это, друзья, подземный переход к довольно-таки элитному торговому комплексу. Здесь воняет так. Здесь воняет просто отвратительно. Ужас. И я просто только одного бездомного увидела за эти 4 дня. Хотела сказать, что здесь с этим проблем нет. Но, как видите, все-таки частичка Штатов здесь загуляла. Все, завершаем рассказ про Коулун и наконец-таки переходим к южной части. Это просто моя любовь. Как обычно, автобусы, такси. Какая дорога интересная, наклоненная вниз. Огромнейший торговый. Высотки. Очень красиво, конечно. Здесь
уже байки более популярны. Южный остров, конечно же, поинтереснее северного. Здесь больше европейцев, более развитая пока что инфраструктура, на мой взгляд, но интересные такие узкие и очень уж по ландшафтному дизайну интересные улочки. Какая-то небольшая Европа получается. Гулять, конечно, одно удовольствие. Выходишь, и каждая улица — это какие-то небоскребы. Таймс-сквер какой-то. В Гонконге достаточно мишленовских заведений, и в одном из них мы решили взять на пробу гуся. Это здесь самое популярное блюдо. Это заведение я нашла в приложении «Гид Мишлен», оно очень удобное, так что советую его скачать. И пока мы ждали нашего гуся, которого, к слову, принесли, наверное, спустя 5 минут после заказа, я оглянулась вокруг и поняла, что все-таки индофурил не помешает. Всегда с собой в сумочке, знаете, берите, лишним не будет. Мы выбрали заведение, которое уже более 7 лет подтверждает звезду Мишлена, и посмотрите, как здесь живописно, все фотографии, все популярные люди, все статьи, все это у них здесь собрано на стене. По мне, так очень классно и атмосферно. Гусь обошелся в $52 и был просто потрясающе вкусным. Сейчас мы стараемся расплачиваться нашей индонезийской картой, и по ней курс очень выгодный, очень классный. Поэтому, если вы тоже с какой-то иностранной картой, попробуйте там жвачку какую-нибудь купить и посмотрите, может, курс будет вообще в разы выгоднее. Лично я люблю пробовать популярный фастфуд в разных странах, и везде есть свои особенности. Так вот, в Гонконге особенность – это цена. Слушайте, я ничего не хочу сказать, но 4 куриных ножки, 4 тарталетки обошлись нам в 145 гонконгских долларов, что больше 1500 рублей. Вот эта вот одна ножка куриная, она стоит чуть больше 250 рублей. Не, это смех, конечно. На самом деле, по ощущениям, вот ходишь, и очень похоже на Куала-Лумпур. Прям вот такие же банки, постройки. Очень классно. Не могу сравнить с Сингапуром, к сожалению. Мы еще туда не доехали, но пока что мне Гонконг нравится больше, чем Куала-Лумпур. В Гонконге очень хорошо развита транспортная система. Это мой любимый способ передвижения – двухэтажные трамвайчики. Я вам настоятельно рекомендую сделать себе такую мини-экскурсию и покататься на них. Вон, смотрите, женщина снимает меня, а я снимаю женщину. Все, увидела, что я с ней делаю. Фотосессию. Вышла из чата. К тому же это самый бюджетный способ передвижения по Гонконгу, стоимость 20 центов. Чтобы вы понимали, на автобусе мы катались более чем за $2 на человека. А в метро мне, кстати, очень понравилось, что есть регулировщики, которые вот такой милой ромашкой информируют вас, что вагон переполнен в избежании давки. И вот такие вот разделительные пути, опять же, чтобы люди не создавали никакой толпы. Все такси здесь однотипные и с автоматически открывающейся дверью. Водят здесь так, будто бы мы участвуем где-то в Формуле 1. И нам еще пару секунд не хватает, чтобы финишировать первыми. Ну, очень резко, как-то неоправданная смена скоростей. Блин, виды просто вау. Далее мы отправились на очень популярную локацию, это колесо обозрения. Стоит максимально бюджетно, особенно классно взять там какие-нибудь прохладительные напитки, вафли. Единственный минус, что это колесо зачем-то крутят 3 раза, ну боже мой, 15 минут. Мне кажется, одного круга вполне хватает, учитывая, что очереди просто гигантские. Но в принципе посмотреть на город, да, очень красиво, если есть время, будете рядышком, то заходите. Не могу не отметить чудесную тягу гонконгского народа к спорту. На каждом углу либо шаолиньские техники, либо бег, либо функциональные тренировки. И, конечно, в Гонконге достаточно музеев, достаточно выставок. Честно, мне не особо повезло, много из них было закрыто, так что я нашла пару выставок, они, к слову, были бесплатными. Не стану вам их рекомендовать, не было чего-то вау интересного, просто зашла в качестве того, чтобы освежиться от этой адской духоты. Прикреплю список музеев, которые я хотела, но не успела посетить. Это мы с Артемом после 4 дней ходьбы по Гонконгу.
Мы подходим к набережной. Слушайте, такие масштабы, как будто бы Нью-Йорк и Китай соединились воедино. И просто, пожалуйста, вот вам Гонконг. На набережной мы застали смену флага, и, как оказалось, это пользуется большой популярностью у местных. Посмотрите, сколько народу подошли и снимают. Сама набережная мне очень понравилась, она сразу меня как-то заворожила, хотелось гулять, гулять и гулять, несмотря на то, что ноги уже настолько опухли и болели, но эта красота того стоит. Зашли в торговый, в местную Зару. Кстати, прикольный выбор. Взяли мне новую обувь. Повсюду Rolex. Rolex я, наверное, насчитала, не знаю, но на каждый квадратный километр по 2 магазина. Я считаю, это нужно снять. Вот здесь вот уборная, а вот здесь вот идет гримерка. Как вам? Вы можете зайти и подправить свой макияж. И называется backstage, а не туалет. И даже не restroom, называется backstage. Вот так вот. Все свои дела разом сделать и даже переодеться. Ну, посмотрите, как шикарно. Дошли до Pacific Place. Считается самым классным, крупным торговым. Здесь очень много брендов и очень нервные, просто нервный сервис. Такие они все дерганые, суетные. Это какой-то кошмар. Самый адекватный сервис был пока что только в нашем отеле. Первые 3 дня благодаря тайфуну была классная свежая погода, но на 4-й было просто невыносимо душно, и из-за этого мы просто не поднялись на Викторию Пик, просто потому что уже по состоянию немножечко не вывозили. А это где-то на верхних этажах. Сейчас пока что все закрыто, но вечером здесь должна быть какая-то тусовка. Похоже на Дубай. Масштабы, конечно, здесь жилых комплексов просто невероятные. И как мы поняли, это просто их ресторанный дворик здесь. Идем в метро и оттуда уже до Диснейленд Стейшн. По моему лицу можно понять, что мы в Диснейленде. Диснейленд находится на острове Лантау, и про него я сняла отдельный влог, посмотрите, там я разложила все за и против, и пришла к выводу, стоит на это тратить время или нет. И, к слову, в этом Диснейленде первый раз в своей жизни я застряла на горке. Было, конечно, забавно. В общем, все, прикрепляю ссылку, смотрите в моем влоге про Диснейленд. Диснейленд занял у нас целый день, поэтому мы не успели съездить на Большую Будду, на буддийский храм, и подняться на эти замечательные достопримечательности можно на фуникулере. Прикрепляю локации, поэтому если у вас будет время и желание, обязательно съездите. Там открываются потрясающе красивые виды. Если кто-то соскучился по природе и пейзажам и не очень хочет тусить долго в мегаполисе, то Лантау вам подойдет. Мы зашли за чаем, ну и, конечно, тут все китайские приблуды, червяки, морские огурцы, шелкопряды, ну, короче, много-много всего, кости какие-то. Прикольный магазинчик. Я считаю, без чая уезжать вообще грех из Китая, учитывая, что на Бали с этим проблемы. Вон тут всякие пуэры, зеленый жасмин, улун. Класс. Я пуэр, кстати, не очень люблю, а вот зеленый чай с жасмином обожаю. Живот болит, когда надо есть. Когда живот болит, что надо есть? Надо, короче, говорит, червячков есть, когда болит живот. Особенностью гонконгского фастфуда являются, конечно же, крылышки. И вот стоимость нашего комбо из маков в аэропорту. И, кстати, обратите внимание на количество гейтов в аэропорту. Их 530. Честно, я была в легком шоке. Так как у нас гейт 68, мы сейчас на поезде поедем, вот видите, от 40 до 80. Ну, у кого 530, соответственно, там тоже другие поезда. Очень все удобно. Посмотрите, какие зоны ожидания у гейта. И лечь можно, и сесть, и поработать. Вон там зарядные есть разъемы. Очень прикольно. Думаю, по моему голосу заметно, насколько я устала. Все потому, что Гонконг — это невероятно интересное место, страна, город, административный округ, как кому удобнее для посещения. Здесь не получится просто отсидеться у бассейна или где-нибудь в ресторанчике на руфтопе. Вам захочется исследовать весь этот город. В общем, я надеюсь, что мой влог был достаточно информативен, полезен и интересен для вас. Мне будет очень приятна ваша отдача в виде лайков, подписок, напоминания о новых выпусках в них, и увидимся. Пока-пока.